Всем привет! Информация чисто для новичков. Хотел бы сказать вам про эффективный метод, как перестать сливать деньги в будущем вам. Что нужно делать в начале вам для того, чтобы научиться и дальше делать плюсовые ордера. Я писал вам в телеграм-канале. Первое, зарегистрироваться по этой ссылке, которую вы видите. Можете зарегистрироваться внизу под видео в описании. И начать чертить графики. Это первое, то, что вам необходимо сделать. Например, вчера я начертил уровень поддержки, уровень сопротивления монеты TFL. Как вы видите, я начертил такое движение и отскок с этой зоны. Что у нас получилось дальше? Отработка этой зоны, вы видите, касание зоны поддержки, она немножечко может быть ниже, но не важно. Важно то, что движение, которое я начертил, оно сыграло и получили профит. Зона сопротивления. Не дошла цена, но понятно, что рынок динамический. Но если вы уже будете видеть так движение цены, вам, в принципе, только остается зарабатывать деньги. Также ожидаю дальнейшее движение в зону сопротивления 28.98. Прошло пару часов, и цена, как я говорил, коснулась зоны 0.29 и сделала откат. Прогноз общий по криптовалюте TFL я делал примерно 19 числа и чертил уровень сопротивления 0.29, который он должен пробить и пойти выше. Как вы видите, цена пошла выше зоны сопротивления и сейчас стала зоной поддержки. Если посмотреть зону, в которую приходила эта криптовалюта несколько раз, то мы бы могли получить уже 3,56%, еще раз 2 или 3,25% и, торгуя на споте, естественно, и с пробитием зоны сопротивления 8,24%. Поэтому я, как и вам и говорил ранее, торгуйте на споте, чертите графики, и все у вас будет получаться. Не нужно спешить, не нужно делать быстрых ордеров, открывать и закрывать. Нужно видеть глобально цену. И тогда вы сможете хорошо зарабатывать. Таким образом, когда вы начинаете каждый день в этой программе, да, на сайте, делать свои мини-прогнозы, чертить графики, читать второй момент, читать книги по теханализу, японские свечи почитайте, я книгу скидывал в телеграм-канал. Когда вы начинаете применять именно на практике, мало того, что знания, которые вы получили в книге, но и ваш опыт ежедневно проверять, чертить и так далее, то вы по чуть-чуть оттачиваете, незаметно для себя, оттачиваете свое мастерство и становитесь лучше в этом. Второй момент. Люди, которые, скорее всего, пришли в YouTube канал к нам, скорее всего, уже где-то слили, зашли на хаях на крипте и в минусе, и поэтому смотрят видео, что же дальше, где искать спасение, а вырастет ли цена, или она будет спускаться, что делать, продать вот валюту или ждать, когда она поднимется. То есть эти вопросы у вас постоянно в голове, и вы ищете ответы, да, ответ в YouTube, ответ в чатах и так далее. Поэтому я не буду говорить, знаете, могут тысячи писать людей, что делать, но ваша ситуация — это чисто ваша ответственность за ваши деньги. Вы влезли, не зная в эти валюты, вы не зная график, вы влезли в сделку, и вы уже отвечаете как бы за нее своим минусом. Есть люди, которые зарабатывают со $100 1000 или с 1000 долларов 10 тысяч, но аппетиты ваши растут, и на фьючерсы, когда вы влазите, вы ставите большое плечо, которое не нужно ставить кредитное, большую маржу, и вы с 10 тысяч сразу либо ликвиднетесь, либо у вас будет минус 50, а то есть 70% от депозита. То есть, зарабатывая тяжело деньги, вы начинаете их сливать на фьючерсах, потому что на споте вас никогда не ликвиднет, вы можете докупить на низах, если цена просела, и если действительно рынок еще бычий, то вы можете докупить, и цена, когда начнет расти, вы уже будете в плюсе, далеко в плюсе, да. Поэтому второе, даже третье, да, первое — это установить программу, чертить, второе — это читать книги, третье — это торговля на фьючерсах. Конечно же, вас никак не переубедить, что не нужно сейчас торговать, но начните торговать на фьючерсах с 10 долларов, ну, плюс-минус, да, можете там и 30 долларов, но смысл в том, что остальные деньги нужно вам перевести на спот, чтобы они вам не мешались, и торговать с минимальным депозитом, то есть 10, там, 20 или 30 долларов, для того, чтобы вы вывели, первое, статистику плюсовых и минусовых сделок. То есть у вас, допустим, возьмем круглое число, было 10 долларов, вы сделали несколько трейдов, из них получили, допустим, минусы и плюсы, но у вас общий баланс вырос с 10 долларов, там, допустим, до 12 долларов, то есть это плюс 20%, это нормально. Поэтому
вы должны вести дневник трейдера и записывать туда каждый раз результаты, чертить графики и смотреть, сколько у вас плюсовых и минусовых сделок. И только в том случае, когда у вас плюсовых сделок становится больше 60-70%, тогда вы можете уже играться и с плечами кредитными, и с маржой. Но, поверьте, можно заработать на плече и x5, и x10 нормальные деньги. Нужно просто знать, когда входить, и когда выходить, и когда правильно усредняться. Также вы заметите за собой это ваше эмоциональное состояние. Когда вы торговали на большой марже с большим кредитным плечом, когда у вас появлялся минус, вы видели эти большие суммы минуса, минус 1000, 2000, 3000, у кого как, и вы боялись, что у вас не хватит маржи для подстраховки, и тогда вы начинали либо закрывать сделку, либо быть в сделке, пока вас не ликвиднет. Запомните это эмоциональное состояние, когда вы будете торговать в районе там, $10, да, за сделку у вас будет, там, допустим, $1-2 при там, x10, допустим, или x5. И посмотрите, когда у вас будет минус, куда вы будете смотреть, на процент минуса или на сумму минуса. Потому что обычно, я приводил вам пример, обычно, когда торгуют при больших суммах, вот вы видите, я в пример постоянно привожу этого человека, у него было даже XS где-то около 600 тысяч минуса. И он все это время держал его открытым в ордерах и не закрывал в минусе. То есть, скорее всего, у него ликвидация была очень далеко, потому что он торговал на небольшом плече. Также очень много я скидывал скриншотов его торговли, и он успешно это все закрывал в плюс. То есть, если у него солд сейчас там минус 11 тысяч, это минус 184%, развороте его, он будет усредняться и тем самым получать сделку в плюс. То есть он может закрыться частично, когда он выйдет в плюс, и дальше ждать движения вверх. То есть он может потом еще раз усредниться, если вдруг цена еще откатится вниз. По биткоину у него сейчас позиция плюс 74 тысячи, он держит его 57 тысяч с 57, и также он занимается скальпингом, постоянно открывает, закрывает позиции. Сейчас нету этой позиции, тоже по биткоину. Он его недавно шортил и достаточно успешно. И посмотрите его PNL. То есть у него идеальный PNL, и он номер один, бывает по ежедневному ROI и PNL. Знания, которые я вам стараюсь донести для новичков, как раз это будет полезно. Потому что вы гонитесь за иксами. То есть я хочу 2x, 10x, я хочу вот как пропампили на 900%, но вы не понимаете, что стоит за этими пампами, почему это так растет и почему это так опасно для вас. Многие люди, у которых ордера несколько миллионов долларов, они торгуют на валютах, которые топовые и стабильные, у которых волатильность 1-5%, и нету таких бешеных сквизов, и поэтому вам нужно тоже учиться на таких же валютах. Их очень просто найти, посмотреть объем торгов по разным сайтам, посмотреть, биткоин будет, Ethereum и так далее, и на них пробовать торговать. В общем, вот по сути все, что я хотел вам сказать. Подведем итог. Вам нужно установить приложение, то есть зарегистрироваться в том приложении, внизу по ссылке в описании, подписаться на этот канал, подписаться на телеграм-канал, начать вести дневник трейдера, торговать с минимальной маржой на фьючерсах, с минимальным плечом и получать статистику торговли. Только тогда у вас будет понимание и ощущение рынка, что вы знаете, куда идет цена, и также читайте книги, больше изучайте, можете смотреть видео, очень много видео есть разных уже и про теханализ, и про Фибоначчи, как его правильно использовать, и другие инструменты, которые есть на рынке. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, мои рекомендации и мой опыт, который я вам показываю, рассказываю, он вам поможет сохранить ваши деньги и научиться зарабатывать в этом нелегком деле. Всем спасибо, всем профита, всем пока.